Однажды, когда Мейсон ехал на своем внедорожнике через национальный парк Бандипур в Индии, он заметил что-то необычное всего в нескольких метрах перед собой. Одинокий слон стоял и не двигался. Мейсон был ветеринаром, который регулярно патрулировал большой заповедник. Он очень любил свою работу, потому что мог проводить много времени с самыми разными животными. Кроме того, он никогда не знал, какие испытания ждут его, когда он проезжает через обширную резервацию. У ветеринара на работе был простой распорядок дня. Большую часть утра он провел, проверяя всех животных и осматривая их на предмет каких-либо изменений или отклонений. Но этот случай был другим. Слон стоял один, а его стада нигде не было видно. Мейсон сразу почувствовал, что что-то не так. Он знал, что лучше не приближаться к слону слишком близко. Поэтому он припарковал машину и стал ждать. Тем временем он задавался вопросом, почему это животное осталось в этом месте совсем одно. Это было очень необычно. Возможно, он был отделен от своего стада и теперь терпеливо ждал их возвращения. Эксперты установили, что слоны отправляются в определенные места, чтобы дождаться членов своего стада в надежде, что они воссоединятся. Мейсон терпеливо ждал в машине, внимательно следя за ситуацией. Несколько минут быстро превратились в час. В этот момент он заметил, что слон совершенно спокоен. Он не пошевелил ни ушами, ни хвостом, ни в малейшей степени. Обычно отдыхающие слоны часто виляют хвостами, чтобы отогнать мух, или поворачивают уши в сторону новых источников шума. Но этот слон просто стоял неподвижно. Уставшему доктору хотелось пойти домой и оставить слона позади. Но что-то внутри него заставляло его хотеть остаться в этом месте. К счастью, он это сделал, потому что при ближайшем рассмотрении Мейсон быстро понял, что с этим одиноким слоном что-то не так. Он не мог понять, что это было на расстоянии, но его многолетний опыт заставил его задуматься. Его сердцебиение ускорилось, и в желудке поселилось неприятное чувство. Что делать, если животное серьезно пострадало? Или что еще хуже, что если он опоздает помочь? Эти мысли продолжали преследовать его, и он знал, что нужно действовать быстро. Поэтому он решил подойти поближе и провести расследование. Сознавая опасность своего решения, Мейсон действовал с особой осторожностью. Он ехал как можно медленнее, стараясь не напугать животное. Слон поднял голову, когда услышал, как закрылась дверь машины. Мейсон замер, не зная, как отреагирует могучее животное. Однако слон оставался спокойным, поэтому Мейсон оставался как вкопанный, пока интерес слона к нему не угас и он не отвернулся. Обычно это был момент, когда нужно было развернуться и отправиться домой. Но по какой-то необъяснимой причине мужчину потянуло к слону. Он прислонился к своей машине и подождал некоторое время, пока слон не отвернулся. Затем он вышел из машины и подошел к гигантскому животному пешком с биноклем в руке. Таким образом, он мог наблюдать за происходящим, не подходя слишком близко к слону. Но то, что он увидел дальше, потрясло его. Когда линзы наконец сфокусировались, Мейсон был встревожен. Даже издалека он мог видеть, что животное отчаянно взывает о помощи. Слезы текли по его лицу, оставляя темные следы под его большими глазами. В спешке обеспокоенный Мейсон позвонил медикам палаты и рассказал им об увиденном. Теперь, когда ветеринар наконец понял, что не так с животным, он был очень благодарен за то, что доверился своим инстинктам. Если бы он убежал, он, возможно, никогда бы не узнал, что этот слон отчаянно нуждается в помощи. Охваченный внезапной необходимостью как можно быстрее помочь слону, он отбросил свой страх и подошел к нему. Меньше всего ему хотелось еще больше напугать слона.
Поэтому он приближался к нему очень медленно. Пока он не приблизился к слону, животное ничего не делало, а просто печальным взглядом наблюдало за человеком. Мейсон подавил свои эмоции, встретившись взглядом со слоном. Было очевидно, что животное испытывало сильную боль. Это было действительно душераздирающе видеть. В этот момент Мейсон чувствовал себя бессильным, но он знал, что самое главное сейчас — завоевать доверие слона. Но как он мог дать понять огромному животному, что опасности он не представляет и что он хочет ему помочь? Не зная, что делать, обеспокоенный человек встал на колени в нескольких метрах от слона и обратился к нему с несколькими утешительными словами. Конечно, животное не могло понять, что он говорит, но из своего многолетнего опыта лечения животных он знал, что они часто могут уловить чувства и намерения по тону его слов. Согласно своему опыту, Мейсон видел, как его высокий друг физически расслабляется, и поэтому продолжал успокаивать его словами, пока они ждали помощи. Затем произошло нечто невероятное. Слон опустился на колени и, казалось, полностью доверился человеку. Примерно через 30 минут ожидания ветеринар заметил приближающиеся 2 машины с медицинским персоналом. Он почувствовал облегчение от того, что слона скоро вылечат и, надеюсь, избавят от страданий. Когда группа помощи приблизилась, Мейсон встал и пошел к ним. Он объяснил им, что он видел, и показал им это. Когда они увидели, что заставило его звать на помощь, они тоже были совершенно потрясены. Они никогда раньше не испытывали ничего подобного. У слона был большой абсцесс на задней части тела, и они могли только представить, какую мучительную боль он испытывал. Медицинская бригада немедленно приступила к работе. Они принялись усыплять огромное животное. Однако из-за его огромных размеров и веса доставить его в клинику не удалось. Когда медицинская бригада заметила, что животное полностью успокоено, они немедленно приступили к действиям. Они вскрыли абсцесс, ввели лекарства и начали седативное лечение. Они сработали быстро, потому что слон мог в любой момент проснуться от наркоза и в страхе наброситься на них. Как только они закончили медицинскую процедуру, Мейсон заметил, что слон шевелится. Они быстро завершили лечение и вернулись к своим машинам, припаркованным в нескольких метрах от них. Все наблюдали, как слон медленно встал, пытаясь восстановить равновесие на ногах. Когда он несколько минут не двигался и не издавал ни звука, они забеспокоились, что что-то пошло не так. Но через некоторое время слон начал медленно вилять хвостом, сигнализируя команде, что они хорошо поработали. Все обрадовались, когда увидели это, и решили отправиться на следующий день, чтобы вернуться на последующее лечение. Но как только они собирались завести машины, произошло то, чего никто не ожидал. Огромное животное медленно приближалось к ним. Когда он приблизился, все в команде были напряжены, но просто сидели и надеялись, что слон просто пройдет мимо. Чудовище миновало машины медицинской бригады и направилось прямо к машине Мейсона. Когда слон подошел к его окну, он протянул хобот и обнял человека. Этот жест шокировал всех членов команды, потому что казалось, что слон благодарил его за помощь. Этот волшебный момент довел до слез всех, кто был там, особенно Мейсона. Через несколько минут слон тихо ушел, а люди смотрели на него с трепетом, благодарные за этот опыт, который бывает раз в жизни. После этого случая, который глубоко тронул всех присутствующих, история о спасении одинокого слона быстро распространилась по всему национальному парку Бандипур и за его пределами. Местные жители, слышавшие о храбрости и сострадании ветеринара Мейсона, начали относиться к нему с огромным уважением и восхищением. Его история стала символом надежды и напоминанием о важности защиты дикой природы и заботы о животных, которые делят с нами эту планету.
Мейсон же, переживший этот невероятный опыт, не мог забыть о слоне. Он продолжал регулярно посещать парк, надеясь снова встретиться с животным, которое так глубоко затронуло его сердце. Он понимал, что связь, возникшая между ними, была особенной и уникальной. Время шло, и однажды, во время очередного патрулирования парка, Мейсон увидел слона. Сердце его забилось чаще, когда он заметил знакомую фигуру, спокойно пасущуюся в тени деревьев. Он осторожно приблизился, выключив двигатель, чтобы не напугать животное. Слон, услышав приближение, поднял голову и, увидев Мейсона, издал тихий приветственный звук. Мейсон вышел из машины и медленно подошел к слону. Животное спокойно ожидало, не проявляя ни малейшей агрессии. Мейсон протянул руку и осторожно коснулся хобота слона. В ответ слон нежно обхватил его руку своим хоботом, словно подтверждая свою благодарность и признавая дружбу. С этого дня их встречи стали регулярными. Мейсон проводил много времени со слоном, наблюдая за его поведением, изучая его привычки и просто наслаждаясь компанией этого величественного животного. Они часто проводили время вместе, гуляя по парку, наблюдая за другими животными и наслаждаясь красотой дикой природы. Мейсон узнал много нового о слонах. Он понял, что они обладают сложной социальной структурой, способностью к сочувствию и невероятной памятью. Он увидел, как слон общается со своим окружением, как он проявляет заботу о других животных и как он реагирует на различные ситуации. Слон, в свою очередь, казалось, чувствовал заботу и привязанность Мейсона. Он доверял ему, позволял приближаться, даже когда другие животные проявляли осторожность. Он часто приближался к машине Мейсона, когда видел ее вдали, и терпеливо ждал, когда тот выйдет и уделит ему немного времени. История о дружбе ветеринара и слона стала легендой в национальном парке Бандипур. Туристы, приезжавшие со всего мира, слышали об этих двух существах и надеялись увидеть их вместе. Фотографии и видео, запечатлевшие их встречи, распространялись в социальных сетях, вызывая восхищение и умиление у миллионов людей. Мейсон понимал, что его отношения со слоном не только изменили его жизнь, но и помогли привлечь внимание к проблемам сохранения дикой природы. Он использовал свой опыт и истории о слоне, чтобы рассказывать о важности защиты животных и их среды обитания. Он выступал на конференциях, писал статьи и работал с местными организациями, чтобы повысить осведомленность общественности и привлечь средства для защиты слонов и других диких животных. Со временем слон стал символом парка Бандипур, а Мейсон — его защитником. Их история вдохновляла людей на совершение добрых дел, на сострадание к животным и на защиту окружающей среды. Она напоминала всем, что даже самые разные существа могут найти общий язык, и что дружба может преодолеть любые преграды. И каждый раз, глядя в глаза слона, Мейсон видел в них не только признательность, но и глубокую мудрость, напоминающую ему о ценности жизни и о том, как важно беречь этот хрупкий мир, в котором мы все живем вместе.